Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня я буду готовить очень вкусное тесто для пиццы. Я долго искала тот рецепт, который бы полностью меня устраивал, и нашла его. С этого теста пицца получается очень вкусной, дети будут от нее в восторге. Кроме того, с этого теста можно приготовить еще одну неимоверную вкусняшку. Но о ней я расскажу в конце ролика. Это бонус для тех, кто досмотрел до конца. Для теста понадобится 440 грамм муки, 250 мл холодной воды, 30 мл оливкового масла, 12 грамм соли, 10 грамм сахара и 7 грамм сухих дрожжей. Всыпаю в муку соль и сахар и немного перемешиваю. Добавлю сухие дрожжи и еще раз перемешаю. Не всыпайте дрожжи вместе с солью, так как соль их нейтрализует. Вливаю оливковое масло и холодную воду. При помощи насадки крюк на средней скорости замешиваю тесто. На это уйдет минут 5. Дождитесь, пока тесто соберется в комок вокруг насадки, и еще немного помесите. Готово! Тесто получилось гладким и эластичным. С этого количества получится 4 пиццы. Делю тесто на 4 части и формирую шарики. Можно оставить их подходить на столе минут на 40, накрыв пленкой. Я же положу их в контейнер и уберу в холодильник на 2 часа. Не удивляйтесь, дрожжи в холодильнике тоже работают, только медленнее. Если вы не израсходуете все тесто сразу, не беда, оно спокойно полежит в холодильнике в плотно закрытом контейнере пару дней. Пока тесто отдыхает, приготовлю соус и начинку. Для соуса я возьму томаты в собственном соку и сушеные травы. Блендером измельчу помидоры, добавлю специи и все перемешаю. Если томаты кисловаты, то обязательно добавьте сахар. Ну и, конечно же, немного оливкового масла. Вот такой консистенции должен получиться соус. Если у вас он получился более жидкий, то можете его немного уварить. Вы также можете использовать для соуса домашний томатный сок, но его точно нужно будет немного уваривать. Я никогда не использую кетчуп для пиццы. Одну пиццу я приготовлю с солями и сыром моцарелла, а другая у меня будет маргарита. Натру на терке моцареллу. Прошло 2 часа. Посмотрите, как прекрасно подошло в холодильнике тесто. Духовку нужно разогреть заранее. Режим выпекания пиццы – конвекция, температура 250 градусов. Обязательно нагреваю противень в духовке. Включаю ее и начинаю заниматься тестом. Беру один кусочек, притрушу стол мукой и буду раскатывать. Немного подтяну его руками. Так края получаются немного толще и образуется бортик на пицце. Затем еще подкатаю скалкой. Можно растянуть его руками. Все, готово. Достаю разогретый противень и без всякой бумаги выкладываю корж. Быстро смазываю его соусом, выкладываю солями и посыпаю тертой моцареллой. Отправляю в духовку на 4-5 минут на самый низ. 5 минут пролетело, и вот такая вкуснятина готова. Разрежу и посмотрю. Тесто тонкое, пропеклось как нужно. Аромат волшебный. Можете сбрызнуть оливковым маслом и украсить свежей рукколой или базиликом, если успеете. Нужно срочно делать вторую. Раскатываю, смазываю и притрушиваю. Выпекаю. Осталось 2 кусочка теста и соус еще на 2 пиццы, но я обещала бонус тем, кто досмотрел это видео. Вот он. Это тонкая фокачча с прованскими травами. Возьму кусочек теста и разделю его на 2 части. Раскатаю чуть тоньше, чем на пиццу. Хорошо смажу оливковым маслом, притрушу солью, сушеным чесноком и прованскими травами.
Сверху пройдусь кисточкой, но не для того, чтобы смазать, а чтобы прижать специи к тесту. Все, минуты на 3-4 в духовку, в тот же режим, что и для пиццы. Готово. Даже не нужно ничего резать, можно просто поломать руками. Эта фокачча будет прекрасной альтернативой чипсам. Уверена, что она понравится вашим детям, и они с удовольствием будут готовить ее вместе с вами. Пробуйте, пеките, у вас все получится. На сегодня все. Если вам понравился этот рецепт, то ставьте лайк, пишите комментарии и задавайте вопросы. Нажмите кнопку подписаться под этим видео. Вас ждет еще много интересных рецептов. Не пропустите!